Здравствуйте, друзья! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы обсудим самые странные и необычные суеверия, которые существуют в нашем мире. Суеверия — это не просто забавные истории, это культурные ценности каждого отдельного народа, которые отражают мировосприятие людей в разных уголках Земли. Они могут показаться нам странными, но каждая из них имеет свои корни и объяснения, порой уходящие в глубокую древность. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в некоторых странах считается плохой приметой ставить хлеб плоской стороной вверх, жевать жвачку вечером и оставлять ножницы открытыми? Или знаете ли вы, в какой стране остерегаются цифры 4? Где считают кроликов символом удачи и какой народ не называет имя своего бывшего президента вслух, чтобы не навлечь на себя проклятие? Эти и многие другие суеверия способны удивить даже самых опытных путешественников. Давайте вместе раскроем тайны этих уникальных верований. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Поехали! Великобритания. Кролики — это не только ценный мех, но и хороший знак. По крайней мере, так считают жители Британии. Многие англичане верят, что белые кролики приносят удачу. Есть даже следующий обряд. Первый день нового месяца, едва проснувшись, надо начинать с фразы «белые кролики, белые кролики, белые кролики». Говорят, это принесет удачу на месяц вперед, но если при этом запутаться и сказать поутру «черные кролики», вас будет преследовать неудача. Теперь вы понимаете, почему Алиса из «Страны чудес» так отчаянно хотела догнать белого кролика. Еще в Туманном Альбионе рекомендуют носить при себе кроличью лапку. Это тоже приносит удачу. Всем, кроме кроликов, разумеется. Школьники носят ее в кармане в качестве амулета, обеспечивающего успех на экзамене, а молодые родители ложат лапку в детскую коляску, чтобы она предохраняла младенца от всяческого зла. Японцы боятся фотографироваться втроем. Если сделать такое фото, то стоящий посередине человек скоро умрет. Так гласит старинное поверье. Жутковато, согласитесь. Молодежь в это суеверие не особо верит, а вот пожилые люди до сих пор не любят фотографироваться ни втроем, ни поодиночке. Все повелось с начала 20 века. Тогда фотоаппараты только-только появились и не могли четко сфокусироваться на центре снимка. Поэтому образ человека посередине был нечетким и размытым, то есть больше похожим на силуэт или дух. После нескольких случаев смертей людей, находившихся в середине тройки на снимках, японцы пришли к выводу, что это как-то взаимосвязано. Также возникновение суеверия объясняется тем, что в середине обычно сидел самый старший член семьи, так сказать, из уважения. Естественно, он и отходил в мир иной раньше всех. Вот так у японцев появилась такая странная фобия. Аргентина. В Аргентине лицом вселенского зла является конкретное физическое лицо – Карлос Менем. Это политик, занимавший пост президента страны с 1989 по 1999 год. Чем же так провинился Карлос Менем? Во время своего пребывания в должности он был обвинен во многих актах коррупции, включая взяточничество и незаконную продажу оружия. Правление этого политического деятеля привело страну к кризису 2001 года, после которого Аргентина погрузилась в экономический хаос. В общем, с Менемом связано много темных историй. По всей видимости, именно поэтому аргентинцы так боятся произносить имя бывшего правителя вслух. Если вдруг кто-то случайно обмолвился про Карлоса, считай, навлек на себя проклятие. Чтобы уберечь себя от беды, мужчины должны прикоснуться, извините за подробности, к левой области своих гениталий, а женщины — к левой груди. Для любого аргентинца данная манипуляция играет роль привычного нам «постучи по дереву». Китай. Берегитесь цифры 4, у китайцев она вызывает ужас. Это связано с тем, что китайский иероглиф, обозначающий 4, произносится почти так же, как слово «смерть», отличаясь всего лишь тоном. А китайцы очень суеверный народ. Они чтят древние традиции своих предков и верят в магию чисел. Номера телефонов, регистрационные знаки автомобилей, названия фирм, зловещее число 4 избегают везде, где только можно. Да что уж там, вы попробуйте в китайском лифте найти 4-й этаж. Этажи вместо цифры 4 обозначаются чаще всего как F.
а иногда сразу как 5. Та же история в больницах с палатами номер 4 и в гостиницах с комнатами под 4 номером. Китайцы всячески их избегают. Хотя в современном мире тенденция немного меняется. Все равно большинство жителей Поднебесной считают, что цифра 4 имеет плохую энергетику, а потому предпочитают не встречать ее в своей жизни. Египет. Египет, как нам известно, страна полная тайн, но сейчас мы остановимся на ножницах, которым египтяне приписывают магические свойства. Этот инструмент имеет особое значение в суевериях. Его использование и хранение подчиняется определенным правилам. Любого египтянина приведут в ужас оставленные открытыми ножницы. Это считается плохой приметой. Почему? Объяснение вас впечатлит. Жители Египта верят, что открытые ножницы режут злых духов, отчего те становятся еще злее и сильнее донимают людей. Также считается, что если вы взяли ножницы в руки и ничего не отрезали, быть беде. Но если положить инструмент перед сном под подушку, то можно быть спокойным. Плохие сны и кошмары обойдут человека стороной. Дания. Если бьется посуда, говорят, что это на счастье. Жители Дании тоже так считают. Никто не расстраивается из-за потерянной любимой кружки или нового сервиза. Даже наоборот, все радуются. А перед Новым годом в Дании существует определенная традиция специально бить посуду, собирать осколки и раздаривать их своим родным и друзьям. Считается, что так ты даришь им частичку везения и благополучия, которая будет с ними весь Новый год. Также датчане могут бросать осколки в дверь друзей, знакомых, соседей или оставлять на пороге. Такой обычай не вызывает возмущения, так как разбитая посуда перед жилищем, по народным поверьям, притягивает удачу и новых верных друзей. Индия. В Индии те, кто практикует индуизм, твердо убеждены, что ногти и волосы не следует подстригать ночью. Говорят, это к беде. И это очень даже логично. Ламп раньше не было, поэтому мудрецы советовали не пользоваться ночью ничем острым. Ведь без света можно запросто пораниться. Но есть еще одно объяснение. В индуизме известно, что Лакшми, богиня благополучия, процветания, богатства и удачи, ходит в дома после наступления темноты, поэтому стрижка волос и ногтей считается признаком неуважения к ней. Это суеверие было обычным для многих поколений в Индии. Но это еще не все. Кроме ночного времени суток, также индусам строго запрещено стричь ногти и волосы и даже мыть голову по четвергам и субботам. Четверг – выходной день для всех индийских цирюльников. Суббота же в индийской мифологии связана с верой в Шани, бога кармы, удачи и справедливости. Поэтому в субботу все индусы должны быть собраны и благочестивы. Греция. Пьяссе кокино. Как говорят греки, когда два человека произнесли одновременно одинаковую фразу. Дословно эта фраза переводится как «поймай красный». Затем оба собеседника должны немедленно дотронуться до любого предмета красного цвета, который они смогут найти вокруг себя. Греки верят, что одновременно сказать одно и то же – особое предзнаменовение. Если не дотронуться до красного предмета, то произойдет ссора или крупное разногласие. Также большинство греков, особенно в деревнях, верит в силу дурного глаза. Считается, что сглазить человека можно, расхваливая его красоту, ум и прочие достоинства, а также его богатство. А чтобы не сглазить, человек, нахваливающий другого, обязательно должен сплюнуть 3 раза, произнеся спасительное «вту-вту-вту». Ничего вам не напоминает? Кроме того, жители Греции считают, что противостоять сглазу может кулон с нарисованным глазом. Турция. Мало кто знает, что, находясь в Турции, не стоит жевать жвачку после захода солнца. Турки верят, что если вы жуете жвачку с приходом темноты, это означает, что вы на самом деле пережевываете плоть мертвецов. Да уж, после такого заявления жвачку не захочется жевать и днем. Точное происхождение этого странного суеверия не установлено, но известно, что многие турки стараются не рисковать и беспрекословно ему следуют. Если поздним вечером или ночью вы будете жевать жвачку и столкнетесь с жителем Турции, не исключено, что он сделает вам суровое замечание и попросит выплюнуть ее. Более того, даже если у вас зловонное дыхание, жевать жвачку после захода солнца не стоит. Считается, что поедание мяса мертвых лишь усугубит запах изо рта. Поэтому перед вечерней прогулкой по турецким городам лучше почистите зубы. Швеция. Будучи в Швеции, вы можете заметить, как люди, идущие по улице, могут странным образом менять направление своего движения, ходить то зигзагами, то в обход.
Все дело в том, что крышки канализационных люков в Швеции имеют буквенную маркировку. Одни K, другие A. Шведы верят, что буква K несет удачу, ведь с нее начинается в шведском языке слово «любовь», а вот с буквы A начинается слово «горе». На первые люки шведы стараются наступить, а вторые обходят стороной. Если кто-то случайно наступил на букву A и навлек на себя беду, то считается, что это проклятие можно снять 3 поглаживаниями по спине. Поэтому не пугайтесь, если, например, в Стокгольме к вам вдруг подбежит незнакомец с просьбой погладить его по спине. На самом деле буква К – это всего лишь очищенная вода, а буква А – сточные воды. Но суеверным людям ничего не объяснишь, и они продолжают ходить по своей траектории. Франция. Одно из самых странных суеверий не обошлось без любимого французского продукта – багета. И лежать он должен, по мнению французов, непременно рифленой стороной вниз. Иначе ждите неудачу. Казалось бы, какая разница, как именно положить хлеб? А вот для средневековых жителей Франции подобная невнимательность могла обернуться убеждением, что незадачливый владелец багета окажется ни много ни мало жертвой палача. Вот так поворот. Дело в том, что палачи являлись отдельной кастой, и многие моменты их жизни происходили не так, как у обычных людей. То же самое касалось и пищи. Хлеб для палачей клали отдельно. Ну а чтобы не перепутать, переворачивали другой стороной. Также считалось, что тот, кто ненароком съест хлеб палача, будет его следующим клиентом. Таким образом, перевернутый хлеб, а теперь багет, ассоциировался со смертью или, по крайней мере, с несчастьем. Прошло много веков, палачей уже давно нет, но это суеверие по-прежнему существует. Так что, если вы, будучи во Франции, зайдете с багетом в гости, то кладите его правильной стороной, чтобы не испортить атмосферу для французских друзей. На этом у нас все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. И обязательно поделитесь в комментариях, какое суеверие удивило вас больше всего.